Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Сабиха показывает пустую могилу Диланы Гульшаха и плачет. Он говорит, что причиной всего этого стал Баран. Когда он говорит ей, что убийца – Баран, глаза Дилана наполняются слезами, и она не может ничего сказать. Он рассказывает, что Гульша умерла, чтобы остановить Барана в день свадьбы Дилана. Она выгоняет твоего мужа, говоря, уйди отсюда. Пока Баран идет к ним, думая, что что-то произошло и что-то сделал с Диланом, к нему приходит Дилан. Он спрашивает, сделал ли тебе Баран что-нибудь, с тобой все в порядке. Дилан говорит, что я хочу уйти отсюда, и они уходят. Пока они в дороге, Баран спрашивает Дилана, что случилось, но Дилан ничего не говорит. Потом он говорит, не спрашивай меня ни о чем, но Баран говорит, что я имею право знать, я спрошу, давай, расскажи мне, что он сказал. Несмотря на то, что Дилан так настаивает, Дилан говорит, что ничего нет, пожалуйста, отвези меня домой. Прежде чем снова отправиться в путь, Баран отправляет сообщение своему человеку Арифу и просит его следить за Сабихой и сообщать ему о каждом ее шаге. Когда Гуль спрашивает Ферата, что я сделал, чтобы продать нашу любовь, Ферат кричит, ты продал нашу любовь за чек. Гуль вспоминает этот момент, плача, а затем злится на Ферата. Когда Ферат спрашивает, я видел, как ты получил этот чек, по крайней мере, он тебе помог. Гуль гордо отвечает, я продала нашу любовь за 3 цента, любви там все равно не было, и уходит, разрыдавшись под деревом. Пока Гуль плачет, приходит дядя Ахмед и спрашивает, кто заставил ее плакать. Когда Гуль говорит, что с хорошим человеком не стоит разговаривать, дядя Ахмед отвечает, что о нем не стоит говорить, а стоит плакать. Он говорит Гулю, что человек, который ее любит, простит ее, и, возможно, однажды она ошиблась. Когда Гуль говорит, что не простит его, значит, ты его на самом деле не любишь, Гуль отвечает нет. Цеврии и Джевдит не могли справиться с шоком от ребенка. Баран и Дилан приходят в особняк, и когда Дилан с трудом открывает пояс, Баран помогает ей. Он зовет Дилана подождать, но Дилан убегает обратно, как будто ничего не слышал. Сабиха снова заходит в комнату своей дочери Гульша, смотрит на ее фотографии и плачет. Он клянется, что сожжет Барана дотла. Дилан плачет и расстраивается в своей комнате. Чем больше она думает о прекрасных словах, сказанных ей Бараном, тем больше она плачет. Он говорит себе, что Баран не может быть таким человеком, но слова Сабихи о том, что Баран – убийца, не могут остаться незамеченными. Сказав «заткнись», она бросается на кровать, прикрывается и плачет. Баран приходит к нему и спрашивает, что случилось, ты заболел, не стоит ли нам пойти к врачу, но Дилан встает и идет в душ, не отвечая ни на один его вопрос. Он идет под душ в одежде. Баран думает, что ему следует опомниться снаружи, и тогда я с ним поговорю. Он звонит своему человеку и спрашивает, есть ли какая-нибудь информация о Сабихе. Когда он вешает трубку, он почти говорит «Госпожа Сабиха». Когда Гуль по рассеянности проливает приготовленный кофе, госпоже Кадер не нравится ее поведение, и она спрашивает, что случилось, но Гуль говорит, что ничего не произошло. Ферат очень расстроен словами Гуля и думает, что он действительно взял деньги. Под душем Дилан плачет про себя, рассказывая о том, что она будет делать, если это окажется слишком правдой. Когда Сабиха уходит из дома, Баран узнает эту новость. Дилан выходит из душа, и Баран спрашивает, тебе лучше? Дилан только качает головой, Баран закрывает лицо руками и говорит, просто будь хорошим, с меня хватит, ты можешь рассказать мне, что произошло позже. Дилан думает про себя, что это Баран, в которого я влюбилась, так что это не может быть правдой. Баран обнимает Дилана и прижимает его к груди, хотя Дилан плачет и пытается отпустить меня, Баран не отпускает и прижимает его еще сильнее. Пока господин Джихан и господин Кудрет обсуждают проблему с оружием, раздается телефонный звонок, и господин Кудрет говорит, что они нашли этого человека, и я ухожу.
Однако Джихан говорит, что он не будет один, он тоже придет, и когда он объяснит ситуацию Ферату, он тоже хочет пойти с ними. Когда Гуль немного задерживает прием лекарства Гэжу и Азаде, мир ее ругает. Дилан не может говорить обо мне, я вижу, ты переживаешь что-то внутри себя, но мы не сможем решить эту проблему, пока ты скроешь это от меня, скажи мне, позволь мне быть с тобой, давайте решим это вместе, не лишайте меня. Если хочешь, он говорит, иди спать и отдохни сейчас, снимает обувь и кладет на кровать. Пока Берон говорит Дилану, давай, закрой глаза и спи, Дилан снова слышит убийственные слова Сабихи. Когда Берон выходит из комнаты, Дилан молится, должен ли я искать убежище в своем уме или в своем сердце, Боже, помоги мне. Цеври и Джевдет приходят домой, и Ханифе с любопытством спрашивает, но очень расстраивается, когда Джевдет говорит, нет, у мамы простуда в желудке. Берон приносит Дилану травяной чай, и Дилан говорит, что я его не хочу. Но Берон пытается вытащить ее из постели и напоить, говоря, что это пойдет ей на пользу. Тем временем, когда господин Кудрет звонит и сообщает Ремзе, что мы нашли человека, который продал оружие, Баран немедленно уходит. Дилан думает о том, как сказать Барану и как спросить. Сабиха приходит на море с букетом цветов в руке, плачет и грустит на месте, где умерла Гульша, говоря, «Я здесь, дочь моя». Он говорит, что рассказал все Дилану и что Берон тоже испытает чувство покинутости. Человек Барана также наблюдает издалека и сообщает Барану. Пока Дилан плачет, он приходит к Голоде и говорит ей, что ему интересно. Когда вы спрашиваете, что он вам сказал, госпожа Сабиха, Дилан отвечает, плача, он говорил вам очень плохие вещи. Когда он спрашивает, что может быть такого плохого, Гуль очень удивляется, когда говорит, что Баран стал причиной смерти Гульша. Когда Дилан плачет и говорит, «Я больше не знаю, что делать, кому верить, я в замешательстве», Гуль обнимает ее. Баран, его отец Кудрет Бей, его двоюродный брат Ферат и его брат Джихан совершают набег на место, где находится мужчина. Затем Баран кладет пистолет, из которого был застрелен Дилан, на стол перед мужчиной и спрашивает, кто отобрал у вас пистолет. Когда мужчина пугается и говорит, что не знает, но найдет это, Берон угрожает ему и уходит. Он говорит, что если бы вы поговорили с Геном Гулем Бараном, возможно, у него было бы объяснение. Когда мистер Берон говорит, что нельзя узнать правду, не спросив, Дилан говорит, и как раз в тот момент, когда он собирается спросить, я вижу милосердие в его глазах, я не могу в это поверить, поэтому я не могу спросить, потому что он не сделал этого. Роза советует вспомнить свои ранние дни, то, что вы преодолели, иначе это съест вас изнутри. Господин Сеет получает известие о том, что Сабиха ранее жила в Германии. Дилан продолжает плакать, и пока она думает, что делать, к ней подходит Берон и спрашивает, как она. Дилан говорит, что с ним все в порядке, но Берон говорит, нет, ты нет, мы понимаем друг друга. Когда Дилан убирает руки и встает, Берон держит его за руку. Когда Дилан говорит «отпусти меня», он уходит. Дилан выходит в сад, а Берон идет за ним, держит его за руки и спрашивает, почему бы тебе не сказать ему, в то время как Дилан кричит «отпусти меня». В этот момент к ним приходит господин Кудрет и спрашивает, что случилось. Когда Дилан говорит, что ей немного скучно, господин Кудрет дает им совет. Он говорит, что в браке нельзя молчать, нужно говорить. А затем он поворачивается к Дилану и говорит, «Я впервые вижу Берана настолько влюбленным». После всех этих советов Дилан спрашивает разрешения и идет в комнату. Господин Кудрет посылает Барана сказать, «Иди к Барану и позаботься о своей дочери». Очевидно, сан сломлен, давай, не расстраивай невестку. Он звонит Салиху Гулю и приглашает ее к фасаду особняка. Салих испытал огромное облегчение, получив одобрение Гэжи Азади. Джевдет чистит фрукты и приносит их Цеврии, и пока он кормит ее, они говорят о ребенке. Случайно Ханифе слышит их разговор и не может понять, почему они его скрывают. В своей комнате Дилан думает о том, что она будет делать, если это правда.
Берен приходит к Дилану и говорит: «Ты слышал моего отца, мы товарищи в этой жизни, расскажи мне все с самого начала, давай, я слушаю». Когда Дилан молчит, он говорит: «Хорошо, тогда я пойду к госпоже Сабихе и спрошу ее». Дилан останавливает ее, говоря: «Подожди, я тебе скажу». Когда Гуль приходит к Салиху и спрашивает, что происходит, Салих внезапно протягивает Гулю цветок. А потом он становится на колени, открывает кольцо в шкатулке и спрашивает, женится ли он на мне. Гуль шокирован словами: «Какого черта?». Дилан спрашивает: «Знаете ли вы, что дочь Сабихи Ханем, Гульша, умерла в день нашей свадьбы?» Баран спрашивает: «Откуда я могу это знать, если я не знаю Гульша, и какое это имеет отношение к вашей ситуации?» Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.